Здравствуйте, товарищи! Сегодня 18 июля 2026 года. У нас сегодня суббота, местное время в городе Семей 21 час 5 минут. В этом видеоролике я хочу вам рассказать о 3 вариантах будущего, которое может развернуться для грядущего царя, то есть для меня. 3 варианта моего будущего. Я грядущий царь. Итак, предыдущий видеоролик под номером 10 был о 3 вариантах будущего для России. Теперь для меня, для грядущего царя России, для мессии Сергея Тимура. Что интересно в связке этих 2 видеороликов? Эти 2 видеоролика нужно рассматривать вместе, потому что будущее России, чтобы его прогнозировать, нужно сравнить с будущим, с вариантами будущих событий в жизни грядущего царя. Нужно сравнить, что как раскладывается и чего можно ждать. Ну, давайте мы по порядочку начнем. Значит, чтобы вам понятнее было, я сейчас покажу вам этот предыдущий видеоролик. Вот я его сейчас вам покажу. Вот он, этот видеоролик. Вот так вот он выглядит. Ozone Prize. Реклама пошла. Earn coins for your purchases and enter the drawing for thousands of prizes. Hello, Вот. Пришлось рекламу подождать. 3 варианта будущего России. Это я вам показал название видеоролика. В этом видеоролике есть еще одна очень важная особенность. Это первый видеоролик на моем канале. И вообще за мою всю практику на YouTube с 2018 года. В этом видеоролике есть 2 звуковые дорожки. Вот видите, вот звуковая дорожка. Сейчас включен английский, Соединенные Штаты. Вот русский оригинальный, автодубляж английский. Понимаете, в чем дело? Видеоролик на 2 языках. И субтитры, соответственно, вот здесь вот на английском языке. Вот видите, как интересно. И субтитры. Значит, ну, их раньше можно было делать, но сейчас субтитры гораздо проще сделать. Прям в Ютубе можно переводить субтитры. И вот здесь вот видите, вот субтитры у меня здесь в этом видеоролике, значит, субтитры английский, испанский и русский. И вот здесь внизу есть перевести. Это новая функция, раньше ее не было на Ютубе. Перевести. То есть можно перевести субтитры на любой язык. Вот перевести, и вот выбирай любые языки, на которые ты хочешь перевести субтитры этого видеоролика. Такого на Ютубе еще не было. И почему я, значит, об этом заговорил подробно? Потому что это один из вариантов моего будущего. Понимаете, в чем дело? Один из вариантов моего будущего. Итак, мои хорошие, значит, переходим, смотрим снова камеру. Так, картинка, 3 варианта будущего для грядущего царя России, то есть для меня. Перечисляю 3 варианта будущих событий в моей жизни. Я грядущий царь, напоминаю. Мессия, Машиах, Майтрея, Калки Аватар. Второе пришествие Иисуса Христа. Имам Махди, кто там еще, кого забыл? Грядущий царь, белый царь, новый правитель мира там и так далее. Так вот, дорогие мои, первый, самый благоприятный
вариант для моего будущего стать юридическим царем в России. В России самым лучшим вариантом будущего для России, я говорил в предыдущем видеоролике, чтобы в России появился юридический царь. Я, представитель Бога на земле, единственный истинный. Почему для меня этот вариант является самым лучшим? Мои оппоненты, мои конкуренты много причин скажут, почему этот вариант для меня самый лучший. Я вам скажу истинную причину. Истинная причина заключается в том, что начиная с 91 года, то есть полные 35 лет, меня Бог обучал, тренировал и совершенствовал для того, чтобы я смог бы записать его послание людям. Послание записано. Тексты книг под общим названием «Записки о мироздании Байтерек». Это и есть послание Бога людям, новое послание, которое записал я, Мессия, Машиах, Майтрея, имам Махди. И моя задача, после того, как я записал это послание, послание Бога, я его должен распространять. Самым лучшим вариантом для распространения записок о мироздании Байтерек является должность юридического царя России. Взрывной эффект в процессе распространения записок о мироздании Байтерек. Если я становлюсь юридическим царем России, то произойдет взрывной эффект в процессе распространения послания Бога людям записки о мироздании Байтерек. Второй вариант в моей будущей жизни, в моей будущей деятельности. Я не становлюсь юридическим царем России. Не становлюсь. Я распространяю послания Бога людям, записки о мироздании Байтерек в интернете. Для этого Бог мне создал все необходимые условия. У меня уже есть веб-сайт на платформе Patreon, где уже опубликованы все книги, статьи опубликованы. Но этот сайт пока еще не посещается людьми. Бог пока еще не включил активный процесс посещения этого сайта. Далее. Для того, чтобы у меня был полный набор инструментов для распространения записок о мироздании Байтерек в интернете, мне нужен YouTube с возможностью перевода моих видеороликов с русского языка на другие языки, как минимум на 3 языка: английский, испанский и немецкий, потому что у меня на моем сайте, на Patreon, 4 языка: русский, английский, испанский и немецкий. Скорее всего, я не буду на сайте публиковать статьи на других языках. Ух ты. Прошу прощения. Значит, смотрите. Публиковать статьи на нескольких языках очень сложно. YouTube, то, что сейчас на YouTube начало осуществляться, это намного более простой вариант. Сколько бы языков YouTube не сделал,
ну, как сказать, не сделал, а насколько бы языков была возможность перевода с русского на какие-то языки, на Ютубе это будет делаться очень легко. На сайте намного сложнее, на Ютубе гораздо проще. То есть для меня готовится полный набор инструментов для распространения послания Бога людям, записки о мироздании Байтерек в интернете. Но пока еще пауза. Я просто готовлюсь. И третий вариант. Третий вариант, который в моей жизни в будущем может быть, это вариант, когда я буду пытаться распространять записки о мироздании Байтерек в интернете, но матрица не будет подводить людей. Будет подводить, но очень малое количество. То есть я буду работать на будущее. На будущее. Вот три варианта. У России я в предыдущем видеоролике обозначил три варианта. Самый лучший – это я становлюсь юридическим царем России. Второй вариант – это Россия превращается в государство, осажденная крепость. Это такое общепринятое сегодня название у политиков. Государство, осажденная крепость. Ну, по аналогии с Северной Кореей. Частично с Ираном. И в мировоззрении Байтерек такое государство называется навозная грядка. То есть в этом государстве люди много страдают, много несправедливости. И тахионы более эффективно обучаются мыслить самостоятельно. Вот так, навозная грядка для взращивания тахионов и оживления тахионов. И третий вариант – это разрушение России. Для меня третий вариант, когда я буду публиковать что-то в интернете, а люди практически не будут ничего читать, не будут там смотреть, ну, может, несколько человек появится и все. Для меня это фактически разрушение всех моих надежд и всех моих устремлений. Это самый плохой вариант для меня. Самый тяжелый, морально будет очень тяжело работать. Ну, а в России разрушение. Для меня второй вариант. Мой второй вариант соответствует варианту российскому. Навозная грядка. Если в России создается навозная грядка, тогда, значит, я работаю в интернете и распространяю записки о мироздании Байтерек. У меня какое-то количество там людей, значит, что-то читают, книги мои покупают. На Patreon книги там платно. Вот. Более-менее заинтересованные, больше интереса будет, больше активности с моей стороны будет. Но уровень, так скажем, не уровень, а скорость развития моего интеллекта значительно замедлится, потому что будет очень много рутинной работы, в которой очень сложно тренировать интеллект. Самый лучший вариант для меня, когда я и записки о мироздании буду это распространять активно, очень активно, и когда я буду очень активно совершенствовать свой мыслительный аппарат, это должность юридического царя. Нагрузки на мыслительную систему колоссальные, физические нагрузки колоссальные. Скорость распространения записок о мироздании Байтерек взрывная. Ну и для России тоже это хорошо. Государство под моим руководством станет сильным и могучим. Тахионы будут понимать, как устроена жизнь и ради чего вообще тут люди столько тысяч лет мучились. Вот, понимаете? И теперь встает вопрос.
Что будет дальше? Я не знаю, что будет. Я не знаю, какой из этих трех вариантов будет. А не видите, все три варианта у России, первый вариант, и у меня первый вариант, сходятся. То есть я становлюсь юридическим царем России. Все. Сходятся варианты. Второй вариант. Я активно распространяю записки о мироздании Байтерек, но только в интернете. И в не таких больших масштабах, как в первом варианте. Россия в это время превращается в государство осажденную крепость, то есть в государство навозная грядка. То есть российское руководство как-то там удовлетворено, но не полностью, конечно, не полностью. Это не очень-то будет радовать, но тем не менее Россия будет существовать. Меня тоже второй вариант хорошо, я распространяю все, вариант не очень-то радовать меня будет. Третий вариант просто убийственный и для меня, и для России. Все. Мне закрыта дорога для распространения записок о мироздании, а России вообще закрыта дорога даже к навозной грядке. Россия будет разрушаться. Я знаю прекрасно, что послание Бога людям, записки о мироздании Байтерек, матрица сохранит, да и я буду стараться сохранить. И когда я умру, кто-то будет распространять. Кому-то матрица поручит распространение записок о мироздании Байтерек. Кстати, одной из причин, по которой я создал веб-сайт на платформе Patreon на платной основе, и почему я решил распространять книги платно, за деньги, вот одной из причин является то, чтобы я мог этот веб-сайт и канал на ютубе, который будет, чтобы я мог передать какому-то наследнику, который у меня появится, возможно. Сейчас у меня нет наследника. Ни два моих сына не способны ничего из этого делать, ни другие люди, никто не способен. А мы с Лилией Викторовной уже старенькие. Сколько-то лет мы будем сами распространять, а потом, когда у нас появится наследник, то мы передадим управление каналом и управление этим веб-сайтом. И там, возможно, уже будет денежный доход. И тогда наш наследник будет более заинтересованным, если он будет получать денежный доход с веб-сайта и с канала на YouTube. Понимаете, в чем дело? Вот так. Так вот, какой вариант матрица выберет? Я не знаю, какой она выберет. Сейчас все идет параллельно. Понимаете? Все идет параллельно. Вот у меня все три варианта как бы параллельные. Они вот все одновременно продвигаются. Я не знаю, что там наверху решили. Как они решили дальше поступать со мной, с Россией, я не знаю. На сегодняшний день, я уже много раз там с матрицы требовал вопросы, как там, туда-сюда. Все. На сегодняшний день, значит, четко и ясно, для меня понятно абсолютно, мне это уже доказали, на все 100% доказали. Мне и Лилии Викторовне. Я являюсь единственным истинным мессией, Машиахом, Майтреей, имамом Махди, Калки Аватаром, вторым пришествием Иисуса Христа, новым правителем мира, грядущим царем, белым царем России и так далее. Это я, в единственном числе. Это мне уже давно доказали. 2 июля 2026 года, то есть вот месяца еще не прошло, мне свыше сообщили, что я полностью прошел подготовку к тому, чтобы стать юридическим царем России. Все, подготовку я прошел. Я готов к тому, чтобы стать царем России. Но возникает вопрос, готова ли Россия к тому, чтобы я стал юридическим царем России? Готова ли Россия или не готова? Я этого не знаю. Наверху знают.
но мне не говорят. Сегодня мне свыше, ну, не только сегодня, этот вопрос давно я уже задавал, а сегодня мне пояснение как бы четко и ясно дали, но ответа не дали. То есть они мне разъяснили ситуацию, но окончательного ответа мне так и не дали. Так вот я вам расскажу об этой ситуации. Это вопрос, в котором мне придется разбираться самому. Так было все время, пока я матрицу не прижму к стенке своими вопросами. Она ничего не отвечает. Так что придется и здесь как-то прижимать. Пока не знаю как. Так вот, смотрите, в чем дело. До сих пор матрица разыгрывала здесь на Земле спектакль. Ну, Бог вложил в матрицу программы соответствующие, а матрица — это искусственный интеллект. Там несколько искусственных интеллектов в матрице. И вот матрица разыгрывала на Земле спектакль. Этот спектакль называется «Эволюционное развитие человека мыслящего, прямоходящего на планете Земля». Это спектакль. На самом деле человек не является мыслящим. В принципе не является. Это раз. Во-вторых, мыслящим может быть только тахион, который воплощается регулярно вместе со своим ментальным экзоскелетом, душой, в человеческом биороботе, в человеческом физическом теле. Вот тахион может быть в потенции мыслящим, но пока еще тахионы не являются мыслящими. Тахионы на Земле пока еще мертвые. И все то, что я вот в течение 35 лет наблюдаю, в том числе в последние годы, я вижу, что матрица упорно продолжает играть вот этот спектакль. Спектакль, повторяю еще раз, как называется этот спектакль. Этот спектакль называется «Эволюционное развитие человека мыслящего на планете Земля». Здесь на Земле никогда не было никакой эволюции, ни физической, ни ментальной, ни духовной. И человек на Земле не подвержен никакой эволюции, тем более эволюции в мыслительной деятельности. Я уже не раз объяснял, все любые состояния, все любые мысли, слова и поступки всех без исключения людей генерирует матрица. Здесь разыгрывается спектакль. Спектакль под названием «Эволюция человека мыслящего на Земле». Так вот, если матрица по программе, которую в нее вложил Бог, приведет меня к юридической царской власти в России, будет взрывной процесс переосмысления всего того, что здесь на Земле происходит. Ну да, этот взрыв будет не за один день, не за один год, это в историческом масштабе взрывной процесс, это 10 лет, 30 лет, 50 лет. Но тем не менее, это будет взрывной процесс распространения вот этих знаний, которые изложены в послании Бога людям в записке о мироздании бытия. И спектакль этот закончится. Понимаете, в чем дело? Спектакль под названием «Эволюция человека мыслящего на Земле» закончится. Не сразу, за 10, за 15, за 30 лет он закончится. Да, там начнется другой спектакль. И элементы этого нового спектакля я уже вижу в интернете. Не только в интернете, уже даже в повседневной жизни.
про матрицу уже люди говорят, про старую, про новую, про всякие матрицы, про программирование говорят, про искусственный интеллект говорят и так далее. Люди говорят. Лиля тут неделю или полторы недели назад купила крем, ну, женщин крем там для лица, туда-сюда. Или смотрела просто там, не помню, но она мне рассказывала. Она читала инструкцию к этому крему, а там говорится о том, что этот крем перепрограммирует клетки кожи, перепрограммирует клетки кожи. Представляете, какой перелом уже производственники, люди, которые производят товары повседневного спроса, там они уже в свою рекламу вписывают слово программа, перепрограммирование. А этого не было раньше никогда. А если в интернете посмотрите, там каких только матриц нету там куча взломщиков матрицы. Там уже множество людей, которые взламывают матрицу каждый день. По нескольку раз в день взламывают программы матрицы туда-сюда. Прям хакеры. Космические хакеры. Ну, ладно. В общем, новый спектакль уже начался. Но старый еще не закончился. И мне непонятно, будет ли этот спектакль заканчивать. Бог будет ли этот спектакль заканчивать на земле? Или он его продолжит? Закончит ли Бог спектакль под названием «Эволюция человека, мыслящего на земле»? Или не закончит? Чтобы закончить этот спектакль, меня нужно назначить юридическим царем. Это будет взрывной эффект. Взрывной. Если меня юридическим царем не назначать в России, а сделать из меня успешного блогера, у которого много читателей, много слушателей на Ютубе, а эта матрица запросто может сделать. Потому что матрица генерирует все желания людей, все мысли людей, что люди будут смотреть, что хотят и так далее. Матрица руководит пальчиками каждого человека, который что-то там в телефоне или на компьютере набирает, щелкает и так далее. Все это матрица управляет. Если я буду успешным блогером, взрывного эффекта по распространению записок о мироздании не будет. Не будет. Просто у меня будут идти неплохо дела. Вот так. Это второй вариант. И третий вариант, если вообще ничего не будет. Если вообще ничего не будет. Это будет третий вариант. Для России это разрушение. Вот три варианта для меня. Вот три варианта для России. К сожалению, в видеоролике я не могу рассказать много. Я могу только рассказать о самом главном. И если вы заинтересуетесь, то, пожалуйста, переходите на мой веб-сайт. Адрес этого сайта в описании данного видеоролика. Также адрес этого сайта на главной странице канала YouTube. Вот там ссылочки есть размещены. Ну и еще раз напоминаю, что теперь все мои видеоролики будут выходить на двух языках. На русском и на английском. Этот видеоролик мы с Лилией Викторовной переведем на английский язык. Перевод очень легко делается. Главная сложность — субтитры подчистить. Потому что речь у меня нечеткая. Я, к сожалению, не являюсь профессиональным оратором. У меня много слов-паразитов, паузы там, где-то оговорился, где-то чихнул, кашлянул. Вот. Поэтому, значит, Лилия Викторовна чистит субтитры, я тоже ей помогаю. Ну, в основном она чистит. Потом эти субтитры надо загрузить, откорректированные, и уже перевод будет делаться автоматически. Перевод субтитров и формирование аудиодорожки на английском языке занимает примерно минут 15 где-то. Вот так по времени занимает. В общем,
все мои видеоролики теперь будут на двух языках, на русском и на английском. Если появятся другие языки, какие-то пока не знаю, тоже будем переводить. Мне желательно в первую очередь, чтобы было английский, испанский и немецкий. Ну, а там как получится, в общем-то. Процесс начался. YouTube создал инструмент для автоматического дубляжа. Причем, обратите внимание, что алгоритмы перевода с русского на английский, аудиодорожки, они сразу обеспечивают синхронизацию с губами. Когда я говорю, в это время английские слова. Ну, я так говорю на русском, а английские слова в это же время. Когда я молчу, английской речи нет. Вот, эта технология называется липсинг, если я правильно запомнил. Липсинг. Вот так, ребята, то есть на двух языках. Захотел я, появилась у меня цель в начале этого года, 28 февраля, сделать мультиязычный веб-сайт на 30 языках. Такой веб-сайт мне оказался не по силам в деньгах не смог. Я когда посчитал, все, не получится. Хотя уже систему управления контентом уже я и сделал, почти сделал, там немного оставалось доделать. Но по деньгам никак не укладываемся. Ну нет, у пенсионера где деньги такие? Нету таких денег у пенсионера. Но Бог сделал по-другому. Бог сделал, вот меня привел на Patreon, там я создал свой сайт, свое доменное имя, там уже на 4 языках, значит, но статьи люди читают плохо, воспринимают плохо. В настоящее время Матрица активно, значит, распространяет любую информацию через видеоролики. Ну и, соответственно, вот, значит, сейчас для меня Бог на Ютубе сделал автодубляж с русского на английский. И скоро будут другие языки. Будут, я просто не знаю, какие и когда. Таким образом, мои видеоролики можно будет переводить на любое количество языков, которые только будут на Ютубе. Ну, на все это, наверное, не стоит. Но через какое-то время мои видеоролики будут выходить на 30 языках. И также там сейчас на Ютубе происходит автоматический перевод субтитров. Ну, тоже там кнопочку надо нажать, и субтитры в течение нескольких секунд переводятся. Раньше, до появления автодубляжа на Ютубе, раньше все субтитры нужно было переводить где-то в другом месте. Вот. А сейчас не обязательно. Сейчас на Ютубе кнопочку нажимаешь, перевести субтитры на любой язык, переводятся. Более того, я вам показывал, что каждый слушатель, каждый зритель для любого видеоролика может сам перевести эти субтитры. Ну и все. Так что вот такой прогресс. Но на сегодняшний день я не знаю, какое решение там наверху приняли. По одним признакам меня готовят к юридической царской должности. Такие признаки есть. Их немного, но они есть. По другим признакам меня готовят к роли успешного блогера. Ну, нас с Лилией готовят двоих. По другим признакам нас ждет изнурительная работа в интернете и минимальное количество читателей, ну совершенно мизерное количество читателей и зрителей. Какой вариант там наверху выберут? Не знаю. Но я на основе вот тех признаков, которые я вижу, я не могу
принять решение и понять, что они там наверху решили. Я не могу понять. Слишком мало фактов, на которые можно опереться. Еще раз повторяю. Повторяю то, о чем сказал ранее в этом видеоролике. Я уже давно знаю, прекрасно и отлично, мне свыше предъявили все доказательства. И я сам эти доказательства проверил на своем личном практическом опыте. Я являюсь истинным Мессией, истинным Машиахом, Майтреем, имамом Махди, Калки Аватаром, вторым пришествием Иисуса Христа, грядущим царем, будущим правителем мира. Это уже бесспорно. Далее. 2 июля 26 года мне сообщили свыше, что я прошел успешно полную подготовку для того, чтобы стать юридическим царем России. Вот это уже 100%. Далее. Я разобрался, понял, и мне свыше подтвердили, что да, юридический царь в России Богу нужен. Нужен. Ну, непонятно. Готова ли Россия принять царя или не готова? Есть смысл меня приводить к юридической царской должности или нет такого смысла? Непонятно. Непонятно, что там наверху планируют. Или привести меня к юридической царской должности, или сделать Россию навозной грядкой, а меня успешным блогером, или мне до самой смерти быть в полной безвестности, а Россия будет приходить в упадок и разрушаться. Вот и все. Вот они 3 варианта для меня и для России. Они тесно связаны, очень тесно связаны. Сами думайте, как, что и так далее. Останавливаю запись.